Привет, сериаломаны! С вами Предсказатель, и сегодня мы будем обсуждать важный и многих интересующий вопрос, чего ждать в 8 сезоне Дневников вампиров. Это все мы будем делать, полагаясь на такие факторы, как промо-ролики, заявления администрации и актеров Дневников вампиров, скиллы, ну и наши доводы и догадки. Поехали! Дневники вампиров, 8 сезон. Чего ожидать? Краткое напоминание, чем закончился 7 сезон. Стефан и Кэролайн снова вместе. Бонни потеряла все свои силы. Мэтт уехал из Мистик Фоллс в надежде начать новую жизнь. Дэймон и Энса одержимы монструозным существом из подвала Арсенал. 3 месяца они уже продолжают кровавое пиршество. Друзья пытаются найти и остановить их. Получится ли это у них, смотрите дальше. Итак, начнем по порядку. О Дэймоне. Это обращение на темную сторону отличается от предыдущих. Причины, почему Дэймон стал таким, как выразилась Джули Плек, это не тот Дэймон, который жаждет возбуждения и лихого извращенного удовольствия. У него есть определенная причина так действовать. Причины пока засекречены, но одна из них – Дэймон и Энза будут находиться под контролем новой злодейки, способной видеть зло в людях. Они сейчас как бы подручные, и нам предстоит узнать, кому они служат и почему. О Бонни. Бонни изо всех сил пытается всем помочь, но после того, как мы видим, что все ее попытки вернуть магии заканчиваются ничем, она на грани того, чтобы опустить свои руки. Жаль. О Стефане. На него положит свой глаз злая злодейка. Да, вы не услышались, именно злая злодейка. Это новое магическое существо, но о нем мы поговорим немного позже. Как только эта женщина появляется в Мистик Фоллс, ее внимание сразу же привлекает Стефан, в котором она чувствует его риперскую сторону, однако не стоит переживать. В этом году Стефану и Кэролайн выделено некоторое количество счастья. О Кэролайн. В 8 сезоне Кэролайн выделено ролей больше, чем когда-либо. Она в отношениях, которыми дорожит, но также старается быть примерной матерью. У нее все под контролем, заявляет нас Джули Плек. Кэролайн в своей чудной, чисто кэролайнской манере пытается быть всем для всех, рассказала Джули Плек. Она пытается быть идеальной матерью, у нее новая работа, и она вернулась в Мистик Фоллс. На этот раз она работает на местной новостной станции за кадровым журналистом. Кроме того, она пытается одновременно поддерживать очень важные отношения со Стефаном, несмотря на переломный момент. Кэролайн многозадачная в своем собственном, неистовом, невероятном стиле. Множество больших перемен и шагов ждет ее в этом году. Что можно сказать о парочке Стерлайн в 8 сезоне Дневников? Стефан и Кэролайн сильны как никогда, учитывая происходящее, они находят комфорт и безопасность друг в друге. Что ж, определенно, повторный запуск отношений простым не будет, ведь голову Стефана занимают другие мысли. Об Аларике. Его внимание может привлечь новая няня. Упомянутая секси-няня новенькая Селин в исполнении Кристиан Гутоски из «Изоляции». О Тейлоре. Мы сообщаем вам о возвращении Майкла Травина в сериал. Первое его появление намечено на 3-ю серию, где Тейлору вновь предстоит встретиться лицом к лицу с Дэймоном. С той разницей, что в этот раз психическое состояние Дэймона с их последней встречи куда хуже, поскольку он продолжает скатываться по наклонной после пережитого в подвале Арсенала. Тейлор попытается вразумить Дэймона, напомнив, кто и что по-настоящему важно. Получится ли это у него? За дневниками вампиров тянется длинный шлейф людей, поступающих плохо из благих побуждений. Так что не удивляйтесь, если по возвращению сериала в эфир положение дел не окажется очевидным черным и белым. Спустя пару недель после того, как руководство заявило, что этот сезон будет последним, в сериал начали поступать звонки от старых актеров. И первым знакомым лицом, которое выплывет в этом сезоне, будет Кристин Мейс в роли Сары Сальваторе. Предсказатель гарантирует. Сара Сальваторе, есть идеи, что привело ее обратно в Мистик Фоллс? Джули Плек загадочно ответила, что вернуло ее, на самом деле тайна. Кажется, это ни с чем не связано, но как только мы осознаем, что мы понимаем, что это имеет прямое отношение к тому, что пытается делать злодейка. Любопытно послушать, как вы это интерпретируете, после того, как несколько раз пересмотрите, разумеется. Когда мы видели в последний раз потомка Стефана и Дэймона, а было это ближе к концу 6-го сезона, Энса посоветовал ей покинуть город, хоть и не стал внушать забыть про вампиров. Сможет ли Сара, вероятно, единственная из живых родственников Дэймона, помочь отвоевать его у тьмы?
Или она разделит экранное время с Мэттом Донованом. Судя по словам Зака Рорига на Комик-Коне в Сан-Диего, в этом сезоне изучит свою человечность. А теперь, внимание, один из самых главных персонажей сезона. Страшная сила, которая вторглась в жизнь Сальваторе, и не только их. Как мы раньше сообщали, это злодейская страшная сила женского пола. И название ее Сибила. Сибила – бессмертная, применяющая свои немеренные силы и влияние для контроля и манипулирования другими людьми в ее извращенных играх и экспериментах ради собственного удовольствия и самовосхваления. Время покажет, будет ли она другом или врагом. Новые лица в сериале. Элисон Скальотти в роли Джорджи, студентка-исследовательница с мрачным прошлым. Джорджи впервые появится уже в премьере 8 сезона. Кристин Гутовски в роли Селин, няни, пытающейся найти свое место в мире. Джоэл Гредж в роли Питера Максвелла, рабочего человека, воссоединяющегося с брошенным сыном. Ну кто же этот сын? Возможно, Мэтт? Блэк также заявила, что она в восторге от новой темы сериала, которая станет известна, как только анонсирует название серии. Итак, давайте разберем. 8 сезон, 1 серия. Привет, братец. Это первая фраза Дэймона в 1 сезоне и 1 серии. Damon. Hello, brother. Что бы это означало? Даже без нашего анонса очевидно, что это означает только то, что Стефан и Дэймон встретятся уже в 1 серии 8 сезона. Это наглядно нам также показывает трейлер и стиль к сериалу. Кстати, это все вы также можете посмотреть в русской озвучке на нашем канале. Или ссылки в описании. 2 серия 8 сезона будет иметь название «Сегодня все будет по-другому». Это фраза Елены из записи из дневника. В 1 сезоне, в 1 серии. Dear Diary, today will be different. It has to be. I will smile, and it will be believable. My smile will say, I'm fine, thank you. Yes, much better. Возможно, в этот момент Дэймона схватят и больше не дадут ему делать свои злодеяния. Вот и сам смысл «Сегодня все будет по-другому». 3 серия 8 сезона выйдет же под названием «Ты решила, что я достоин спасения». Это фраза Дэймона с 22 серии 1 сезона. You decided that I was worth saving. Thank you for that. Вероятнее всего, это фраза Дэймона или Энзо. И скорее всего она направлена к Бонни, которая пытается их спасти, а они думают, что недостойны спасения. Также всех интересует вопрос, вернется ли в 8 сезоне Нина Добрев на роль Елены. Скорее всего да, но более подробно вы можете увидеть в нашем другом обзоре, где уже почти 20 тысяч просмотров и 100 лайков. Мы очень будем благодарны за 101, 102, 103, ну в общем ставьте, а мы там посчитаем. Смотрите нас, подписывайтесь, и вы будете знать все с мира сериалов. С вами был Предсказатель, рад был анонсировать Дневники вампиров.